Так, ну что, продолжаем ремонт в этом доме. Меня зовут Артур. Если ты попал на этот ролик, значит тебе нравится контент про ремонт. В этой серии я продолжу уже доделку этой перегородки. Сейчас быстренько повешу лист гипсокартона. Затем, так как я говорил уже в первой серии, если не посмотрел ее, посмотри, то ремонт будет бюджетный, но все-таки хочется, чтобы пол был теплый зимой, поэтому поменяю, утеплю его. И после этого поставлю здесь уже раму обратно от двери, повешу ее, чтобы тепло не уходило. Если ты не подписан на этот канал, то обязательно подпишись, поставь лайк, можешь сейчас уже поставить лайк, чтобы потом не забыть. И если досмотришь до конца, напиши комментарий, что тебе понравилось, что не понравилось. И также бонусом в этой серии я хочу сделать небольшую, так сказать, мини-мастерскую, чтобы все инструменты лежали на своем месте, чтобы ни в том, ни в другом углу не валялись. Поэтому приятного просмотра, меньше слов, больше дела. Одеваем очки, перчатки и за работу. Так, вот эта штука была здесь в проеме, где дверь была. Я еще все обратно поставлю. Она здесь идеально подходит. Пришуруплю ее. Чтоб никуда не уехала. Также здесь было вот такие вот брусья, срубы. Сейчас поставлю обратно. Идеально подойдет.
Так, ну что, не прошло полугода, как я доделал эту перегородку. Поставил гипсокартон точнее. Запенил уже щели некоторые. С этой стороны тоже все сделал. И в принципе осталось сейчас начать уже делать пол. Но перед тем, как начать делать здесь пол, переделывать, то надо вот эту вот брус убрать. Так что сейчас щелчком пальца за 3 секунды все уберу. Не ушло. О, ушло. Но на самом деле не 3 секунды. 1,5 часа я с этой фигней возился. Сейчас вам сделаю таймлапс. Для вас это будет 1,5 минуты. Также забыл, на эту перегородку я потратил, получается, 3 листа гипрока, точнее 2. Но купил я 10, это минус 100 евро. И плюс различные шурупы тоже купил на 45 евро. Так что в копилочку округляем 150 евро. А теперь let's go разбирать пол и утеплять его. Ну что, сейчас быстренько циркуляркой пройдусь, потом монтировкой все это сломаю и буду утеплять.
Так, ну что, я убрал старый пол. Здесь лежит доска половая. Вот столько мусора. Все это потом на утилизацию тоже отвезу, на помойку, потому что такое жечь я не буду в печке. Тут даже пару листов таких черных было, я не знаю, что за сорт старого USB, DSP, не знаю, как называется. В итоге сегодня уже заканчиваю. Пойду домой отдыхать, а завтра приеду, положу пароизоляцию, утеплитель и уже новый слой USB. Поэтому пока. Так, ну что, продолжаю эпопею с полом. Вчера, когда убрал старые плиты, обнаружил некоторые пятна черные. Скорее всего, там был конденсат когда-то. И здесь потому что подвал под полом. Поэтому немножко была сырость в углах. Вот здесь вот в углу была сырость. Я уже нанес антисептик зеленый специальный. Уже подготавливаю стены, специально отрезаю нишу там, чтобы утеплитель поставить. И тут тоже было черное пятно. Скорее всего, потому что здесь вот кабель идет насквозь через подвал. Тут я уже по периметру уже сделал. Осталось тут еще одно место. Тут вот, видите, тоже такие вот волны, как будто было когда-то мокрое, и потом оно высохло. Сейчас на всякие пожарные нанесу антисептик и уже положу пароизоляцию, а потом утеплитель. Так что let's go. Если ты досмотрел до этого момента, то я тебя искренне благодарю, потому что это действительно поможет продвижению этого канала, этого видео. Если тебе понравился такой формат, это видео, то подпишись, также поставь лайк, напиши комментарий, что тебе понравилось, что не понравилось. Так, пока там антисептик сохнет, я, как обещал, сделать здесь, на этом месте, мини-мастерскую, чтобы у меня были все инструменты на одном месте. Но перед этим надо вот эту комнату просто убрать. Смотрите. Полнейший хаос. Просто срач. Поэтому сейчас быстренько уберусь. И буду также распаковывать здесь некоторые подарки, которые были на Новый год подарены. Хоть сейчас и февраль, но пришло время распаковки. Давайте убираться и потом распаковывать.
Так, ну что, вот и долгожданные подарки. Открываю. Так, ну что это? Распилочная пила. Так сказать, на ножки я не буду ставить. Скорее всего, я как-то присобачу к этому старому столу. Немножко его усовершенствую, укреплю. И будет у меня такая большая площадь, чтобы я мог спокойно какие-то вещи, какие-то деревяшки резать, которые мне будут последующие в ремонте нужны. Поэтому как-то так. Ладно, что у нас дальше? А здесь у меня угловая пила. Торцовка, или как она правильно называется. Такая мандура. Я тоже здесь оставлю на этом маленьком столике. Укреплю его немножко, чтобы он не шатался. И можно было нормально резать брус, деревяшки, рейки. Как-то так. Поэтому погнали дальше убираться. Так, ну что, как-то так. Расположил все свои инструменты, нужные вещи для ремонта. Пока время положил. Потом еще вот эти столы немножко усилю, чтобы не шатались. И еще у меня здесь парочку инструментов лежит, которые я не открывал. Это такой лобзик аккумуляторный. Также фрезер тоже аккумуляторный. Вот такой рубанок, который мне подарили на Новый год, девушка. Ну и, конечно, незаменимый инструмент, это универсальный. Такой вот, я уже немножко его поиспользовал. Кстати, прикольно. Такие труднодоступные места, самое то, вырезать деревяшки, железки, поэтому must have. Ну и здесь у меня
Я даже не знаю, что здесь такое. А, это от распилочной пилы там всякие запчасти. Так что, ладно, погнали делать уже пол. Еще раз покажу, как я все убрал по итогу. Здесь только немножко осталось диван этот старый убрать. А так хотя бы весь срач уже убран. И все лежит на своем месте. Поэтому let's go, делать дальше пол. Так, ну что, пришло время пола. Будем менять его. Дал антисептику просохнуть 2 дня, пока был на своей любимой работе. Поэтому сейчас кладем пароизоляцию. Взял вот такую пароизоляцию, никогда с ней не работал. Вообще с любой не работал. Это какая-то вот бумага трехслойная. Идет бумага, потом полиэтилен и сверху слой фольги. Положу ее, получается, на пол. Согну по углам, немножко нанесу их на стенки. Заклею фольгированной скотчем. И затем уже положу сверху XPS 300 миллиметров. Поэтому меньше слов, больше дела. Предварительно еще пропылесосил более 10 раз. Чтобы не было никакой пыли, ни камушков. Ну, скорее всего, все равно что-то останется. Надеюсь, она не порвет пароизоляцию. Прижмется утеплителем уже. И все будет в порядке. Это я заклеил. Там были порезы. Я порезал. Также немножко о поле, которое я сейчас буду делать. Это будет такой плавающий пол, пароизоляция, утеплитель 300 миллиметров. И затем сверху будет 15 миллиметров ОСБ. Как-то так. Так, здесь я оставлю пару метров, потому что одной плоскостью пойдет, получается, в ту сторону в коридор тоже. Так, теперь надо все это проклеить. Небольшой вынос на стенки. Все это тоже фольгированным скотчем приклеить надо.
Так, положил первый лист пароизоляции, завел на стенки, проклеил скотчем фольгированным. Сейчас сразу же положу уже первый слой XPS, что уже лежал. Так, что, кладу второй лист пароизоляции. Также на хлест небольшой, 15-20 сантиметров. На предыдущий лист будет. Также все это склеится скотчем. Супергеройское приземление. Ну что, эта серия подходит к концу. Я тебя благодарю за этот просмотр. Если ты, конечно, досмотрел до этого момента, то поставь лайк. Обязательно напиши комментарий, что тебе понравилось, что нет. Это очень важно. В этой серии я успел переделать перегородку, убрать здесь столб, обратно его повесить и, конечно же, сделать этот прекрасный пол. Поэтому до новых встреч, а я пошел доделать мастерскую. Пока.